Приветствую всех. Взяли в работу Kia Rio. Удар у нас в морду. Получается удар как бы боковой. Слева направо. В бампер, в кончик лонжеронов. В усилитель бампера. Вот так как-то это было. Усилитель бампера оторвало. Или вот здесь распилили, непонятно. Мне кажется, здесь выдран кусок просто. И все. На первый взгляд вроде как бы ничего страшного даже, я бы сказал так. Крылья вот они практически не пострадали. Здесь крыло вообще целое, другое крыло имеет несколько сколов. Здесь и немножко надулось по арке. Двери открываются, закрываются нормально, не скачут. Сейчас откроем капот, посмотрим, что внутри. Левый лонжерон у нас визуально он у нас уехал в сторону мотора. Площадку развернуло все. Естественно, здесь у нас повыдирало все крепление, куда закручиваются болты, закладные гайки. Все дело выгнуло. И лонжерон у нас мало того, что утащил его в сторону мотора, он еще у нас вот так вот развернулся немножко. Его утащило рамкой. Нижней частью волочила в сторону стойку, на которой крепится рамка телевизор. Рамка вся разорвалась. Лонжерон правый у нас сложился в нескольких местах. Его удержал немножко подрамник, не дал сложиться. Ну то, что здесь вот такая конструкция специфическая. Не знаю, как вам показать это. Ну, в общем, вот несколько складок крупных. Крупно это вот сложилось. Здесь что у нас? Не знаю, не могу ничего нащупать, там интересно. Ну, в общем, сложился, утащил его в сторону. То есть вот это вот место, оно должно быть где-то вот примерно вот тут вот. Выглядит пока так. Лонжерон будем пробовать тянуть, но вообще в планах мне его поменять целиком или частично, пока не знаю. Потому что острые складки какие-то, не знаю, как это расправится, может полопается. Посмотрим, как это будет по месту. Если не целиком, то частично будет заменен. Сейчас разобрал автомобиль, скинул все лишнее, так скажем. Теперь можно посмотреть, как все выглядит. Все у нас открыто. Так выглядит правый лонжерон. Самая такая интересная складка у нас вот здесь вот. Прям такой некислый заломчик. Складка здесь. Ну, здесь в начале разрывчики, это все там не сильно так актуально. По этой стороне, во-первых, стоечка стоит вот так вот, на которой крепится телевизор, рамка. Ее просто сорвало со своих точек контактной сварки, развернуло. Плюс немножко лонжерон также развернулся вот так. Складка здесь образовалась вот в этом месте под площадкой аккумулятора. То есть вот здесь все немножко поскладывало. Краска надула здесь от складывания, отслоения лонжерона от брызговика. Позамерял положение подрамника. Что самое забавное, подрамник стоит на месте. То есть ничего не увело. Немного смещения вот по этим точкам крепления, но при этом подрамник остался на месте. То есть задняя часть, у него весь все положение осталось. Сейчас. Baby, I should've known that it ain't
you're blurring out my vision. Watching your every smile like your television. In your eyes I see myself, I'm falling. Make it make sense, it must be the temptation speaking. What am I supposed to do, cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Hopeless solution. Hopeless solution. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Hopeless solution. I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now feels like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. You're an angel, that's for sure. With some devil, hear you roar. But I like it, we on the floor. In my ear, be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go. Go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true.
Закончил работу с Kia. Все отрихтовано, собрано, выставлены зазоры, насколько это было возможно. Давайте посмотрим, что выходит. Пока что так. Здесь это все место было вывернуто в эту сторону. Пришлось пробивать. Было стрельнуто здесь, пробил, и здесь. Бампер на машине пока что проваленный. Причина этому, то есть он, здесь зазор крупноватый. Должен быть вот типа такого, а у нас вот такой. Проблема у нас в китайском усилителе. Внутри бампера есть пластиковый усилитель, наполнитель. Он упирается в металлический усилитель. И как бы он сейчас он не упирается в него, просто висит на фарах. Поэтому он проваливается. Бампер вниз. Попробуем заказать другой. Оригинал заказать не выйдет, потому что он стоит самый дешевый 21 тысячу сейчас. Это какие-то нереальные деньги. Еще здесь вот проблема, не знаю, покажет, не покажет. А, вот видно, да? Нет соосности крюка. Блин. О. Нет соосности крюка и отверстия под крюк. Усилитель не оригинальный, и усилитель другой формы, и он, скорее всего, от Соляриса, потому что у Соляриса крюк немножко со смещением, сама гайка приварена. Вот как раз это тот случай. Здесь по фарам не совсем все как бы идеально. Здесь не хватает крепежа внизу. Заказали, он приедет только дней через 5. Поэтому пока собрал так. Я пробовал, стал крепеж с другой стороны, переставлял. Все встает нормально, поэтому оставим все так. По этой стороне зазор такой. Это все будет сниматься и еще раз регулироваться. Потому что тут нужно прокрашивать будет под крылом. На черном цвете, конечно, не особо видно. Но вы еще это увидите в собранном виде. Так, сразу же покажу пока, что есть с порогом. Плавные хлопуны приподнял просто клеем с обратным молотком. А остальное додергал споттером, там не сильно. Сейчас я попытаюсь открыть. Где здесь? Поправил, выставил левый лонжерон. Здесь вот даже вот герметик практически сошелся. Но все равно это будем обдирать. Все это дело надо переложить, иначе будет туда попадать вода. По поводу прокрасить вот этот кронштейн. Здесь вот сколы. Это нужно будет покрасить, поэтому крыло мы снимем. По этой стороне лонжерон. Сам лонжерон остался родным. Изначально планировал, что я его просто возьму и поменяю, но решил попробовать его вытянуть. В итоге я все убрал лишнее. Эти кронштейны убирал, потому что под ними были складки, пришлось, чтобы был доступ, убрал. Это убрал, потому что, то есть вот этот уголочек, брызговик с усилителями убрал, потому что, ну, чтобы мешается, тоже зажеванный. Крышку лонжерона отрезал, это убрал все, отрихтовал, оттянул и все в обратной последовательности собрал. Сначала крышку, потом это все,
И уже вот эти кронштейны под подушку в последнюю очередь. Сейчас все дело осталось подготовить и красить. Думаю, под слоем герметика, какой здесь есть, этого все видно будет, не будет вообще, что там что-то делалось. Хотя у нас нет как бы цели сделать, чтобы не было не видно. Так вот все замазано. Думаю, мы также повторить легко сможем. Пока делал автомобиль, заметил, что кругом по автомобилю везде следы захватов. То есть то, что хватались за автомобиль и тянули. Не мог понять, что же на ней тянули. Но она крашеная, я вижу, что крашеная. Я толщиком не бегал, не тыкал. Так вот просто посмотрел. Стало мне интересно. И выяснилось, что вот здесь вот. Это, конечно, к нашей работе никак не относится сейчас. Но я просто так покажу. Точки идут. Бац, точки пропали. Здесь вот так вот запил и заломан, но это не страшно. Вот так. В общем, где-то здесь был рез. Здесь был рез. И был рез вот здесь вот. То есть вот так как-то было все поменено. Зачем менялось, непонятно. Ну, наверное, надо было. Если посмотреть здесь, не видно нифига, да? Где фонарик? Если здесь взглянуть, то здесь тоже эта часть тоже менялась, потому что она немножко другого оттенка, не в цвет кузова. То есть эта стойка вместе с усилителями, это место все было заменено. И если обратите внимание, то здесь уже лезет ржавчина. А знаете почему? Потому что это все не красили, а просто промазали герметиком. Вот поэтому я не люблю полиуретановый герметик, который люди наносят на голый металл. Типа я там проварил, намазал. А если заглянем сюда, не знаю, камера передаст, не передаст. Вот там вот виднеется, да? Вот. В общем, ладно, не буду томить. На машине поменена и крыша тоже. Вон следы. То есть здесь уже все родное, как бы боковина здесь родная, поменяли стоечку лобового стекла вместе с усилителями. Но какие-то усилители здесь по-любому остались, какие-то были поменены. Не знаю, надеюсь, что здесь не просто так вот впрямую отрезали и приварили новый кусок. Надеюсь, что каждый кусок отдельно приварился с минимальным количеством резов. Хотя сейчас это, наверное, не совсем как бы понятно где. Тут вот ясно, что здесь стык вот. Ну, не знаю, покрашено неплохо. Сорности такой не видно. Прям такой серьезный. Может, заполировали. Единственное, что вот плохо, что герметиком просто замазали и ничего не прокрасили. И теперь все ржавеет. Не знаю, когда это вылезет.
Закончили работы над Kia Rio. Все готово. Давайте посмотрим, как сейчас все это дело у нас выглядит. Сначала, наверное, со стороны пройдем. Это крыло мы не делали. Это крыло мы делали. По зазорам я постарался их выставить примерно одинаково. Слева-справа. Здесь вся эта часть была выгнута сюда. Согибал, пробивал этот кант. Это ребро. Здесь, не знаю, зазорчики. Я сколько их смотрел, у всех зазоры такие. Даже на целых машинах, которые были куплены новыми, ездили, у знакомых есть такие. Даже там зазоры не особо идеальные, капоты часто у всех проваленные. Не знаю, выставил, на мой взгляд, так как надо. Ну, на мой взгляд. Не знаю, что скажет владелец автомобиля. Еще порог. Делали порог, естественно, красили мы его целиком, потому что здесь где-то что-то отваливается. Особенно вот там вот в начале. Крыло снимали с заходом в крыло, под крыло. Вот все это место тоже защищали и красили. Там потому что рыжики. Если сейчас не сделать, а покрасить то, что нас спросили, потом все равно дело вылезет. Поэтому проще и правильнее целиком его перекрасить и все. Чтобы не было никаких особых проблем. Ну, переход пришлось сделать на крыле. Опять же, потому что здесь вот перетертость, здесь немного было замятости. Пришлось сюда тоже залазить. Раскидываться уже негде, поэтому пришлось залазить немножко на крыло. Да? Машина у нас здесь до нас уже вся крашеная, перекрашенная. Не знаю, что с ней было. Крышу меняли. Ну, я уже показывал вам, говорил. Здесь как-то вот так это все выглядит. Верхнюю часть стакана мы не красили. Здесь немножко разбег по цвету. Но сейчас это скорее от угла, наверное, зависит, чем, как смотреть, чем от самого цвета. Здесь то же самое. Здесь эта часть тоже крашеная. Здесь потому что, ну, помню, здесь было все пожеванное. Сам лонжерон съехал, разошлось у нас арка, брызговик сам от лонжерона. И здесь от предыдущего ДТП кронштейн имел повреждение. Сама полка это имела повреждение. Там оголенный металл, поэтому мы решили все снять и сразу покрасить. Сразу уж мы туда лезем. Здесь, ну, вот как-то так. Уже поросло пылью. Все залил мовилью. Здесь вот пятна какие-то. Это вот, это как раз вот мовиль. Все забрызгал, все скрытые полостя. Надеюсь, ржаветь не будет. Сам лонжерон остался родным, остался целым. А так больше вроде особо рассказывать нечего. Работа человеку встала в 132 тысячи рублей. Еще мы заказывали запчасти, там некоторые тысяч, наверное, на 10. Капот на машине здесь не оригинальный, это китайский, тайваньский, API фирма. Потом не оригинальный у нас усилитель бампера металлический. Он подходит, все нормально. Сами буферы для складывания длиннее. И здесь соосность нормальная. Сейчас, правда, не смогу вам показать. Потому что, наверное, я не смогу ее щелкнуть сейчас. Ломать никак бы нет никакого желания ее. Но поверьте мне, здесь стоит сейчас все нормально. Пожалуй, на этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Всем пока. До новых встреч.